С вами Техасский Стрелок. Это краткий пересказ фильма, который провалился в прокате, но стал культовым. В котором снимались люди бесконечностей, актеры взрослого кино и садомазохисты. Сквозь горизонт. Начало фильма сопровождается рассказом того, как человечество стало осваивать космос. И мы узнаем, что в 2040 году космический корабль «Сквозь горизонт» исчез из виду за Нептуном. Действие самого же фильма происходит в 2047. Мы видим сон ученого Уильяма Вейра, которому снится космический корабль и кричащий внутри него человек. Это заставляет ученого пробудиться, и он вспоминает о девушке по имени Клэр, фотографий которой много в его каюте. Сам Вейр находится в космосе на орбите Земли. Его уже ждут на корабле Льюис и Кларк. В то время там уже идет подготовка к секретной миссии на Нептуне. Задание настолько секретно, что члены команды корабля даже не знают, зачем летят на голубую планету. Как только космический аппарат был настроен, все были помещены в специальные защитные резервуары, чтобы никто не умер от перегрузок. Вейр просыпается первым. Его кто-то зовет, и он идет на голос. Это была Клэр. Ученый находит ее на сиденье главного пилота. Тут на его плечо ложится рука, и он слышит тот же голос, а обернувшись, видит Клэр с пустыми глазницами. Это был кошмар, после которого Уильям пробудился уже наяву. Вся команда к тому времени успела покинуть резервуары, он был последним. Благодаря последующим кадрам мы узнаем, что действие фильма происходит ближе к Земле. Капитан корабля извиняется перед Питерс, что он не смог освободить ее от миссии, но она отвечает, что это не проблема. Рождество ее сын Дэнни проведет со своим отцом, бывшим мужем девушки, а она заберет мальчика на лето. В это время начинается собрание экипажа, и капитан Миллер представляет доктору Вейру каждого члена команды и наконец задает вопрос: какого же все-таки черта они летят на Нептун? Как оказалось, какой-то командный корабль получил сигнал с Нептуна, который был идентифицирован. Он принадлежал потерянному космическому судну «Сквозь горизонт». Никто не верит словам Вейра, ведь по официальным данным этот корабль взорвался. Но это было неправдой, как сказал ученый. Он объяснил, что «Сквозь горизонт» использовал для перемещения в космосе созданную им самим новейшую разработку – технологию гравитационного режима, при которой космический аппарат сжимает пространство впереди себя и мгновенно попадает в нужную точку необъятной вселенной. Он должен был попасть к Проксима Центаври, но внезапно исчез. До недавнего времени. Задача команды состоит в том, чтобы узнать, где находился корабль до того, как он появился на Нептуне. Также Уильям Вейр показывает экипажу страшную аудиозапись с корабля «Сквозь горизонт». В ней слышны страшные звуки, а человеческий голос на латыни говорит «Спасите меня!». Но это не точно. Льюис и Кларк закрепляются на найденном космическом судне. Капитан Миллер, Петерс и Джастин входят в корабль в защитном снаряжении для его исследования и поиска экипажа. Они разделяются. Миллер и Питерс направляются в носовую часть космического аппарата, где находят мертвые останки экипажа корабля и бортовой журнал. Джастин идет в инженерный отсек, он проходит через вращающуюся защиту от магнитных полей, похожую на мясорубку, и попадает в ядро корабля, где его засасывает в черный портал, который создает ударную волну, выводящую Льюис и Кларк из строя. Лейтенант Купер спасает угодившего в беду товарища, но тот не подает признаков жизни, хотя он еще не мертв. Из-за критической ситуации большей части экипажа пришлось перебраться на борт «Сквозь горизонта». Остальные остались ремонтировать поврежденный корабль. В то же время доктор Вейр начинает объяснять капитану, что в ядре 3 магнитных кольца создают искусственный эффект черной дыры, то есть ее сильной гравитацией, помогающей сжимать пространство и время. В другой каюте Петерс рассматривает бортовой журнал. У нее появляются галлюцинации, и она видит своего сына с обгрызанными ногами. Страшное видение прерывает диджей. Петерс наконец показывает видео из бортового журнала. Начало оказывается безобидным. Капитан перечисляет членов экипажа, а потом включает гравитационный режим. На видео появляются помехи. Его они так и не досмотрели. На «Сквозь горизонт» начинаются перебои с электричеством, и доктор Вейр отправляется на устранение проблемы вместе с Миллером. Далее он подвергается галлюцинациям и вновь видит Клэр, но все же устраняют замыкание. Джастин в это время пробуждается и сообщает диджею о пришествии мрака. Миллер тоже видит галлюцинации. Ему является его сгоревший товарищ, который погиб в одной из прошлых миссий.
Потом диджей поясняет, что галлюцинации могут вызываться углекислым газом. Смит говорит, что корабль проклят. Он говорил об этом с самого начала и вообще относился ко всей этой миссии с опаской. Затем лейтенант Старк выдвигает теорию, что найденный ими космический аппарат живой, а галлюцинации – его защитный механизм. Через некоторое время тело Джастина пропадает, а корабль вновь вызывает у Петерс сильный ужас. Она бежит к остальным членам экипажа и закрывает за собой вход в отсек. В него начинает ломиться предположительно Джастин. Потом он попадает на Льюис и Кларк и хочет отстыковать его от сквозь горизонта. В итоге корабль остается на месте, а он чуть не умирает. Потом Миллеру вновь являются галлюцинации, и он решает рассказать о них диджею. Тот в свою очередь говорит, что странный голос из аудиозаписи говорил не «спасите меня», а «спасайте себя от ада». После этого капитану докладывают о починке Льюиса и Кларка. Петерс и Старк показывают команде жуткое видео из бортжурнала, где люди калечат себя и других. Везде кровь и мясо. Все истошно кричат, как будто бы не только от ужаса, но и от удовольствия. Кадры не для слабонервных. Все начинают подготовку к отстыковке от жуткого корабля. Все, кроме Вейра. Корабль зовет его, и он не намерен никого отпускать. Смит вместе с Петерс собирает баллоны с кислородом, но тут девушка опять видит своего сына. Она бежит за ним, преодолевая препятствия, но в конечном итоге падает с высоты насмерть. Уильям Вейр приходит к ядру и видит мертвое тело девушки, и ему тут же является галлюцинация. А потом он вырывает себе глаза. Лейтенант Купер уже починил корабль полностью, но безумный ученый взорвал Уильяма и Кларка вместе со Смитом. Купера уносит в космос. Миллер предупреждает диджея о Вейре, но тот уже тут как тут и убивает медика, снимая с него кожу. В живых, кроме сумасшедшего ученого, остаются лишь Джастин, Миллер, Старк и Купер. Вейр и Миллер вместе со Старк встречаются в одной каюте. Безумец хочет отправить корабль в измерение чистого хаоса, обитель садомазохистов. Бат! Купер влетает в иллюминатор, ученый стреляет в него. Иллюминатор ломается в дребезги, Вейр улетает в открытый космос. Теперь Уильям не угрожает жизням оставшейся от экипажа четверки. Они решают бежать с живого корабля на его носовой части, отделив ее при помощи взрывчатки. Миллер минирует тоннель, но не попадает в спасательную капсулу. Он вновь встречает Вейра, так как корабль не желает его отпускать, а остальная троица спасается, и они погружаются в сон. Их находят спасатели. Наконец, после этого ужаса случилось хоть что-то хорошее. И если хотите испытать эмоции высшего страха и напряжения, посмотрите этот фильм полностью. Надеемся, вам понравился этот пересказ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые видео.